Но это уже последняя модификация. Вот рекламный проспект. И мы видим здесь уже двухъядерный процессор. Также есть NFS модуль, бесконтактная оплата, Bluetooth звонки, спортивные режимы и мониторинг здоровья. Вот так вот выглядит коробочка. Цвет указан. Ну, открывается таким образом, очевидно. Очень презентабельно. Я бы сказал, даже на подарок. Очень красивая такая коробочка. Эта модель называется HK8 Pro Ultra. Я ранее покупал вот семерка. Вот HK8, по-моему, просто без Pro, без Ultra. Ну, сейчас сравним, в общем-то. Такая вот брошюрка имеется на английском языке. Приложение VRFit Pro. Можно как на Android, так и на iOS установить. Так, вот штрих-код. Также штрих-код есть в телефоне. Давайте посмотрим комплектацию. Так, силикагель. Такой вот ремешочек. Сами часы. Беспроводная зарядка. Берем все пленочки. Рассмотрим. Ребята, в общем, если вы купили, сравните со своими часами, которые вы покупали. Есть винтики, есть надпись, есть пленочка. Так, мы это уберем, пленку. Стекла здесь очень хорошие, такие закаленные, не царапаются. Вот сколько ношу вот эти часы, эти, ничего им не приходит. Вот на семерке вот такого типа мне нравится, что здесь края закругленные. А здесь у нас более-менее острый. Так, видим от предыдущих, да, отличия. Чуть-чуть они побольше. Если это на 2 дюйма, то это 2,1 цветной HD экран. Так, 5 миллиметров. Здесь у нас 5,81. 16,5. 15,5. 8 ультра 37 грамм. 8 ультра про 53 грамма. Что сказать? Вообще я рекомендую для женщин вот эти часы. Ссылку я оставлю под описанием. На ремешки, на аксессуары, на защитные стекла. Кстати, мне пришли защитные стекла. Я их наклею. Хотя вот эксплуатация где-то около 3 месяцев, ни одной царапинки. Здесь замечательная олеофобка. Здесь отличная олеофобка. Здесь, ну, чуть послабее олеофобочка. Также я что заметил, Digital Crown, вот этот очень четко, с щелчками переключается. Здесь этих щелчков нету, все плавненько происходит. То есть вот эти часы тоже имеют беспроводную зарядку, но таблетка не подходит к этим часам. Так, ну и включаем. Видим 3%, зарядка пошла. Ну и зарядка идет 0,22 ампера. Так, оставляю на зарядке. Часики зарядились за 2 часа 12 минут. Так, по ремешкам. Ремешки, они взаимозаменяемые. На Алиэкспресс большое количество. Я подобрал хороших продавцов. Разные варианты вам в описании. Здесь за счет тугой посадки никуда этот ремешок не сползает. Это уже проверено. Здесь нету фиксатора кнопочного, как на этих часах.
Видите, просто так заводим. Туговато все вот так вот. Все, носим, ничего не спадает этот ремешок. Так, на этих часах есть кнопка фиксации. Вот они. Так, все, видим, защелкнулось. Зафиксировалось. Берем с этой стороны. Все, зафиксировались. Так, едем дальше. Во время зарядки заметил, что не очень хорошо работает функция прикроватные часы. Вот смотрите. Вот так функция включилась. Авторазворота экрана нету. Допустим, убрали. По идее, должно остаться вот этот экран. До тех пор, пока мы не нажмем вот эту кнопку. Ну, здесь видите, пока стоит на зарядке, работает. Как зарядились, так все, функция эта исчезает. Так что на ночь у вас поставить на тумбочку, как прикроватные часы, не получится. В общем, это недочет этих часов. Так, ну ладно, давайте оденем и уже более подробно посмотрим весь интерфейс этих часов. Время срабатывания. То есть эти в 2 раза быстрее срабатывает датчик. Свайпы. Здесь они по продолжительности более тугие такие. Ну, приноровиться можно. Здесь работает на быстрое прикосновение, реагирует хорошо. Видите? Здесь надо более медленно. Слева направо. Похожее меню. Здесь у нас быстрые настройки. Bluetooth, яркость экрана. Всего тут 6 настроек. Здесь будет побольше. Давайте посмотрим конкретно. Ну вот видите, какой у меня тут помощник. А? Все-то тебе интересно, что я делаю? Все-то тебе интересно, да? И ничего ты не боишься. Что я тебя начну ругать тут? Почему ты здесь лазишь-то? Ну, я же тебе говорил, не лазь туда, ты сейчас мне опять свет отключишь. Ну почему ты такой? Почему не слушаешь-то? Как мамонт, ходишь тут. Видите? Здесь полностью интерактивное меню. Полупрозрачный. Выходит отсюда под экранчик такой. Указывается время, температура, погода. 4 последних приложения. Так. Сверху смс-сообщение сюда приходит с телефона. Снизу вот свайпом. Видите, дополнительные виджеты. Ну что тут? Bluetooth подключается. Можем звук выводить на часы с помощью нажатия этой кнопочки. Активировать. Вот сейчас Bluetooth отключен. Bluetooth включен. Блокировка экрана. Показывает заряд батареи. Так, здесь вот такой медиаплеер. Можно переключать треки на телефоне. Также тут электронный кошелек. Режим будильник при зарядке. PayPal. Тренировки. GPS. Но этот GPS должен быть и на телефоне тоже быть включен. Уровень яркости. В принципе, достаточно. Везде анимация идет.
режим фонарик. Экран чувствительный, хорошее разрешение в принципе. Но мне вот в принципе не очень нравится вот эта анимация и шрифты. В этих часиках мне как бы больше нравится. Так, яркость экрана здесь на максимум, но более тусклый экран. Уже энергосбережение, они немножко подсели, их надо зарядить. Но без всякой анимации, стиль, перевод здесь более такой качественный. Видите, загорается Always on Display. Какая у нас первоначальная настройка? Настройки есть все в телефоне, но и можно из часов тут поднастраивать, но в телефоне это будет делать ловчее. Чтобы связать часы и телефон, вам нужно зайти вот сюда. По первому QR-коду вы скачаете приложение VRFit Pro, а по второму уже поиск. Смотрите, загрузили. Теперь, ну вот у меня уже тут есть связанное устройство подключенное, но если первый раз, то нажимаете добавить устройство, включаете GPS обязательно, начинается поиск, видите, находит. Или можно взять, отсканировать. Отсканировать вот так вот проще. Набрали. Все. Вот здесь вот выводится информация о смарт-часах. Нажимаете подключить. И у вас здесь появляется модель, степень зарядки. И все у вас уже подключено. Дальше вы переходите в Bluetooth. И у вас должно быть по Bluetooth вот здесь вот подключено первое, и вот этот для звонков и для проигрывания музыки, значит, через динамик смарт-часов. То есть вот эту. Даете все разрешения, которые будут спрашиваться на телефоне. Заходите во вкладку разрешение, пароль, так, безопасность, также батарея. Заходите так по батарее. Ну, в общем-то, везде делайте разрешение. Но это все зависит от модели вашего телефона. Поэтому я тут углубляться по этим настройкам не буду. Так, здесь можете задать стиль отображения. Так. Где тут есть вот погода, кстати, видите, погода как хорошо отображается и на 10 дней показывается прогноз погоды. Я говорю, свайп тут немножко такой не очень удобный. Так, будильник, секундомер, дышать, таймер. Ну, вот это активность какая-то. Деловой калькулятор, сообщения. Найти телефон. Так, НФС, вот тут Alipay. Настроечки также заходите, персональные. Пошла анимация и загрузка. 75 килобайт. В принципе, загружается быстро. Все, видите. Все, сменились. При этом предыдущее. Так, это вот все предустановленные были. Предыдущее сохраняется. Здесь память на 2 дополнительных экрана. Вот, видите, вот этот Rolex еще. Вот так вот.
Так, что тут интересного по приложению, да? Здесь полностью отображается вся информация, которую она за сутки считывает с часов. И сюда вы можете всегда зайти, посмотреть свои данные, свои графики. Замеряет давление, пульс. Так, ЭКГ здесь нету. ЭКГ вот в этих часиках, седьмых ВОЖ часах. Вот здесь тоже, по-моему, есть ЭКГ, кардиограмма, давление, пульс. Здесь в прошке почему-то, ну, может, потом будет. Вроде все датчики присутствуют, но я не нашел ЭКГ. Так, вот давление, все это пульс. И замеряется гораздо дольше. Вот смотрите. Давайте, если мы вот здесь вот зайдем и проверим пульс, то замеряется пульс очень быстро. Ну вот видим 74, 73, сейчас остановится. Все, остановил 73, да, ударов в минуту. Здесь производится гораздо дольше замера, а может это и для точности связано. Так, давайте зайдем, где у нас тут пульс. Ну вот пульс. Нажимаем. Так, приложите. Приложили. И видите, замеряет. Если там 5-10 секунд на весь замер хватало времени, то здесь производится замер гораздо дольше. Если включить, допустим, YouTube, что-нибудь, да? Какая одна из главных целей при создании той или иной игры? Заработать денег. А какая цель при создании бесплатной игры? Заработать очень много денег. Включить. А когда ко второму пункту еще добираются руки Все работает. издателя, то само по себе. Вот такой еще медиаплеер. Так, но у меня сейчас на телефоне просто нету музыки продемонстрировать, но все то же самое. Также можно, видите, звук тут переключать, треки перелистывать. Вот такой еще плеер тут стоит. Круги активности. Все они здесь работают, показывают. Здесь есть вот такая функция, но она не работает. Так, монитор сна. Очень хорошая анимация. Так, режим тренировок. Видите, тут куча этих режимов. Бег, гоу. Все, видите, начинается. Так, выключить, выключить. Так, кровяное давление. Давайте попробую все-таки продемонстрировать. Прошло времени и показывает 122 на 76. Так, ну и предыдущие вот показатели, вот график тоже здесь все показывает. То есть это реально работающие часы, показывают мониторинг здоровья вашего. Также очень полезно тем, кто занимается какими видами там спорта, тренировками. Две кнопочки вот эти можно настроить как в приложении, так и в часах. Вот при нажатии я выключаю. Если два раза зажимаю, мне быстро выводится информация о погоде. Так, если здесь зажимаю, то у нас тут получается секундомер я поставил. Нижней кнопкой включаем секундомер, сбрасываем. Все, в принципе, работает. Ну вот свайп немножко надо приловчиться здесь вот. Так, к этим часам я поставлю вот такой вот ремешочек. Здесь белое золото, но тут ярко такой золотистый цвет. Немножко не подходит по размеру. Нажимаем. И вот, видите, защелкнулись. И никуда отсюда
браслет не выскочит. Ну, как бы на любителя, кому-то нравятся вот такие вот силикагель ремешки. Довольно-таки они качественные. Я могу рекомендовать. И все популярные ремешки, которые покупают на Алиэкспресс, я тоже добавлю в описании к видео. Переходите, заказывайте. Там я все отобразил. Ссылочки, проверенные продавцы. И цены не кусаются. В общем, для младшего возраста, там, девочкам, мальчикам, я рекомендую вот эти часы. Они более тонкие. Красивый, хороший экран. Функций вполне хватает. Звук тут четкий. Видите, как работает все. Свайпы очень правильно работают. Без всяких тормозов. Хорошая копия семерки. Но это начальная восьмерка. Ну, тоже, в принципе, своих денег стоит. 2000 я отдал. Но я покупал с ремешком, который за 800 рублей. Ну и, в принципе, кто хочет носить современные вот часы, могу и рекомендовать. Ну, а кто более занимается спортом, тренировками, следит за здоровьем, рекомендую все-таки эти часы. Ну и больше мужчинам. Все-таки я жене предложил эти часы. Она говорит, они очень такие громоздкие. Ну и тяжелые. Если 35 грамм, да, и невесомый ремешок, то у меня тут с браслетом получается грамм 60-70. Но, в принципе, я уже привык часы носить, и мне как бы... Ну, вот это интересный режим предустановленный. Здесь видим, сразу можно отсюда переходить, вот, погоду посмотреть. Музыка. Видите, все сразу с экрана. Сразу перейти в здоровье. Так, ну и что еще о часах сказать? В принципе, мне понравились, своих денег они стоят. Рекомендую к покупке. Но вот а-ля фопка-то не очень. Так, вот посылочка пришла. Все эти посылки приходят быстро. В течение месяца. Да. Все здесь есть. Салфеточки мокрая и сухая. И раз, два, 5 стекол. Ну, не забывайте, пожалуйста, про лайки. Вам не трудно, мне приятно. Подписывайтесь, кто не сделал этого еще до сих пор. На канале очень много полезных, интересных видео. Кстати, есть там и часы, и смартфоны. И вся эта тематика, если вас интересует. Также всякая электроника из Китая. Да, ну вижу, вот стекло. Это стекло. Оно прям не гнется. Так, если приложить стекло. Да, очень хорошо, идеально. По размерчику подойдет. Начинаем процесс наклейки. Ну, это, в принципе, такой же процесс, как и на телефоне. Я дважды выкладывал видео для телефона, как мы наклеиваем без пузырьков. Правильно все, по всем технологиям. Ну, тут ничего сложного на самом деле. Вот тут у нас есть пакетик 1 и 2. Один это у нас влажная, а здесь сухая. Так, я сначала протру. В ДНС заказывал IP68 этих часов, поэтому я не боюсь жидкости наносить даже больше, чем надо. В этих часах можно спокойно руки мыть. Так, ну вот, протерли.
А теперь возьмем из комплекта салфеточку спиртовую. Так, ну, хорошенько протерли все края. Теперь берем сухую салфеточку. Так, протерли. Берем сухую. Единственное, что в этом наборе липучки не хватает. По идее, еще должна быть липучка такая. Накладываешь на экран и пылинки собираешь. В комнате не должно быть пыли, конечно. Так, протираю. Теперь сухой. Все это насухо. Руками не дотрогаем, пальцами не трогаем экран. А все работаем через вот эти салфеточки. Так, теперь смотрим, где у нас. Ага. Вот это лицевая часть. Вот это нижняя уже должно к экрану. Так. Ничего не дуем. Ничего этого не надо. Вот протерли. Так. Ну все, так как все это мелкое, тут нужна ловкость рук. И видим, как заполняется. Так, заполнился. Вот здесь вот пузырек есть. Выгоняем пузыречек этот. Все. Видим. Стекло идеально подошло. Здесь немножко есть 3D сглаживание стекла. Никаких острых краев. Так, чувствительность упала, нет? Ну, в принципе, такая и была чувствительность. Ничего не повлияло. Ребята, если заказываете ремешки по моим ссылкам, два нюанса еще вам скажу. Вот нейлоновые всякие вот такие, есть адаптеры. Видите? Можно любой ремешок, если у вас есть обычный, установить через вот такой адаптер. Так, и вот еще вот такой интересный дизайнерский ремешок, да, какой-то винтажный. Очень, кстати, удобный, приятный. Уже двое суток ношу, в принципе. Но как его подогнать под свою руку, да, размерчик? Потому что изначально он на широкое запястье. На широкое запястье рассчитан. Как я укоротил. Сейчас я вам покажу, как это делается. Здесь вот смотрим на эту застежку. И здесь вот есть вот проемчик, куда можно вставить отвертку. Все. И вот так поддеваем. Вот так, видите? Вот так поддели. Отводим. Вытаскиваем. Так, ну, мне примерно вот так надо откусить. Ну и обратно вставляем. Видите, вот здесь вот крокодильчики такие есть. Вот. Они цепляются за кожу. Механизм простой. Чуть-чуть отводите, пару миллиметров, и защелкиваете. Все. Никуда не денется. Застегнулось очень крепко. Все, мы укоротили ремешок. Ну вот, кажется, и все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Переходите в описание по ссылкам, смотрите актуальные цены. Не пропускайте новые видео. На канале около 500 видео. Переходите, смотрите, много разного интересного, полезного для вас будет. Всем пока.